And visit all sorts of places that are not places of art, like galleries or museums. И посетить такие места, которые не считаются, ну, как бы не места, связанные с искусством, типа музеев или галереи искусства. Yeah, and the idea is that they're supposed to talk about things and how those things can be art or are art. И идея в том, что они должны обсуждать то, что вот они видят, да, как обсуждать это, может ли это быть искусством или есть ли это искусство. And I freelance as a literature critic and music critic in my spare time. И поскольку я как бы, ну, так, фриланс, такой критик музыки и литературы, ну, фрилансер, ну, не официальный, как бы, да, в свое свободное время. So I know exactly just how annoying critics can be. Поскольку я знаю, какими занудными могут быть критики. I've taken all the bad stereotypes and made them into characters. Я взял все худшие стереотипы об этом и просто вставил их в описание персонажей. So we, for example, have a very grumpy old person from a very respected newspaper who basically says that everything sucks. У нас был такой герой, очень старый, пожилой человек, да, работающий на такой очень известной, пользующейся хорошей репутацией газеты, который всегда говорил, что все вообще просто плохо. And if he happens to or she happens to love something, then it's absolutely magnificent. И если получается так, что ему что-то нравится, то это просто шедевр. And then you have an art blogger and someone who thinks that everything should be completely new and innovative. Ну, точно так же был герой, ну, персонаж, который считал, что необходимо, чтобы все было абсолютно новым, инновационным, ничего старого. So you have these people together walking around the cities or the retirement home and talking about normal things as art. И вот все эти люди просто гуляют по городу или где-то еще и обсуждают обычные вещи, которые могут выступать в качестве произведения искусства. And because you give them characters, they're free to interact much more openly than normally. И поскольку у них персонажи, то чаще всего вы даете им возможность взаимодействовать между собой гораздо более открыто, чем если бы это была обычная ситуация. So, for example, they would debate this as an artistic work. То есть они могут обсуждать, например, вот это как произведение искусства. Or the table over there, the placement of those stuff, and so on. And if they do this for a few hours, they actually learn a lot about the definitions of art people use and the ways they can be objected to. Когда они это делают просто часами, то они в процессе знакомятся, да, с определением того, что может быть искусством, как это можно возразить, да, как это можно менять. Strangely enough, it turned out that people don't necessarily need any real training in knowing art theory to play this. Ну, было интересным обнаружить то, что людям на самом деле абсолютно не обязательно иметь какое-то дополнительное знание, информацию о искусстве, чтобы делать такого рода упражнения, проигрывать такую игру. Okay. When you design educational games, the game is only a part of what is being done. Когда мы говорим о образовательных играх, сама игра — это только часть того, что вы делаете. You need a proper debriefing where you discuss the themes and the learning and the player's experience. Вам нужен также хороший дебрифинг, где вы можете обсудить персонажей, того, что они делали, идеи и так далее. Ideally, if you are not designing the game together, you also should have some pre-game briefing sessions as well. В идеальной ситуации, если вы не пишете игру вместе с игроками, то также необходимо использовать упражнения перед игрой, разогревающие какие-то, которые помогают игрокам войти в игру. So, as in all teaching methods, the participants' reflection is a big part of what they do and what needs to be done. Как и в большинстве преподавательских методик, рефлексия учащихся, да, в данном случае игроков, это большая часть того, что они делают, большая часть игры. And then another significant thing is anchoring. It means that people tend to forget stuff quite fast unless there is a reason for them to remember. Значит, также есть такая, то, что они называют, можно сказать, пришвартоваться, да, то есть люди часто забывают что-то, что они узнали, если в этом нет никакой нужды, либо нет никакой причины это запомнить. So, in essence, if you're teaching something through the game, make sure that
either there are interesting stories to tell from the game afterwards, so that people will remember the main points. И чтобы как бы сделать так, чтобы люди не забыли, не потеряли то, что они вынесли из игры, ну как бы убедитесь, что в игре, например, появились какие-то интересные истории, которые можно просто потом рассказывать друзьям. So, for example, if it's a game about school bullying, people will remember that the game was an interesting experience. They will keep talking about it, and while they do so, it stays in their mind that it's bad to do this. Например, если вы пишете игру о проблемах конфликтов в школе, в школьниках, да, там, не знаю, наезд, обижание и так далее, то если эта история была интересной, то потом участники будут обсуждать эту игру снова и снова и снова, эту историю, как какой-то интересный опыт, который они пережили. And the other thing is, if you have a community that supports the ideas that have been taught in play, then those stay naturally with them. А также, если значит, в игре были пройдены какие-то интересные истории, которые связаны с реальностью, то чаще всего они просто потом переходят из игры и обсуждаются уже в реальном времени, в реальной обстановке. This is basically the way, for example, the stuff learned from religious rituals stays with people who are within a religious community. Так, например, происходит, когда проигрываются какие-то игры на религиозную тематику, и игроки, например, довольно сильные религии. Yes, there is a lot in common with these processes. I'll be happy to explain that at some point, but it's beside the point now. Он бы хотел поговорить об этом больше, но будет продолжать дальше о презентации и образовательных ларпах, если какой-то будет желание, может поговорить. And at this point, I also want to mention that these kinds of games are also very good for testing out ideas that have been taught already. Также важно отметить, что эти игры могут быть хорошим средством протестировать те идеи, которые уже есть в обществе, например, или в какой-то среде обсуждаются. То есть вы можете их просто проиграть или проиграть разные пути их использовать. So, for example, if you teach the Viking period in school and then have a Viking game. Например, если вы проходите период истории викингов в школе, а потом у вас есть игра, посвященная теме викингов, then will probably remember the parts that they learned from the books early on much better later on. Скорее всего, учащиеся или игроки запомнят материал, который они изучили в книгах ранее, гораздо более эффективно после во времени и после пройденной игры, чем без игры. This is the way those economic simulations work. Это было, это тот вот именно используется способ, почему работает эта игра, которая вначале была про обучение экономики, да? So the students learn first management and production systems, and then get to try those out in a fictional environment. Значит, сначала студенты набирают, например, теоретические знания о менеджменте, о том, как выпуск продукции и так далее, а потом они пытаются применить свои знания в каких-то вымышленных ситуациях. The same can be done in LARPs, especially if people are told in advance what to learn or what are necessary things to know before they can play. То же самое может быть использовано в игре, особенно когда игроки заранее знают, какая тема, например, будет или какой материал будет использоваться. Okay, this is New Voices in Art. Again, a game about pretentious artists. Pretentious people and arrogant people make good characters because conflict is good for the game. Это игра «Новое веяние в искусстве». Здесь на картинке изображена фотография зданий. Она о очень таких надменных, очень высокомерных людях, которые и Джитамус говорит, что это очень хорошо для конфликта, для создания конфликта, когда люди такие очень высокомерные. And again, this is just an entertainment game, but it's been reused to teach people organizational learning skills and things like that. So learning to communicate, to find the middle ground. Вообще изначально эта игра была придумана как игра просто для развлечения, но позже ее стали использовать как игра для обучения, например, проблемы коммуникации, да, как к какому-то выводу, консенсусу и так далее. Oh, excellent. Мы играли эту игру вместе.